Oh yeah. Так, ладно, надо уже выходить из стазиса, а то мне еще второго покойного канала не хватало для полного счастья. Здравствуйте, ребятишки! Сегодня мы вновь за долгое время откроем банку джема и поговорим об игре из серии Mana, или по-японски Seiken Densetsu. Наш сегодняшний виновник торжества для меня еще и ностальгичен не в меру, потому и рассказ обещает получиться долгим и насыщенным. Так что запасайтесь вкусняшками, мы отправляемся покорять мир сказок, созданный в стенах Square. Когда в незапамятные времена я сел проходить Legend of Mana и таким образом впервые открыл для себя серию Seiken Densetsu, то даже и подумать не мог, что это стародавнее знакомство бумерангом прилетит обратно и вновь напомнит о себе, щегольнув моднявой биркой Remastered. Впрочем, с самой игрой отношения у меня не то чтобы заладились. Да, ее можно описать многими красивыми и загадочными эпитетами. Восхитительная, волшебная, неповторимая, противоречивая, но в чем Legend of Mana по-настоящему преуспела, так это в искусстве моментально вылететь из моей памяти уже сразу после финальных титров. Серьезно, только сохранившиеся письменные свидетельства, датирующиеся аж 2010 годом, смогли окончательно убедить меня в том, что игру я действительно проходил, а не просто выдумал это, чрезмерно преисполнившись игровой макулатуры. Но я рад, что узнал об игре хотя бы оттуда. В этом смысле мое первое знакомство с Legend of Mana состоялось даже еще раньше, когда мне в руки попала книжка PlayStation Gold с прохождениями нескольких ролевых игр. Но тогда я мог лишь гадать, что в принципе должна представлять собой игра, одни мыльные черно-белые скриншоты которой казались мне тогда практически неотличимыми от концепт-артов. А вот почему не удалось поиграть в нее своевременно, вопрос сложный. То ли мне не везло с поисками диска, то ли я особо и не торопился его искать, но утолить юношеское любопытство мне удалось лишь годы и годы спустя с приходом интернета и чудес эмуляции. Ну а что было дальше, это мы сейчас и разберем, пока вступление окончательно не вышло из-под контроля. Начинается история сказочно-пряничного мира Фаадиэль как-то, совсем недобро. Буквально перед нашими глазами исчезает цивилизация. Пуф! И мира больше нет. Нет, я понимаю, что и в предыдущих играх серии тоже постоянно кто-то кого-то захватывал, похищал, убивал, а Secret of Mana еще ухитрялась заигрывать с намеками на постапокалипсис. Однако сценарист Нобуюки Иноуэ, для которого легенда стала первой игрой в серии, решил пойти еще дальше и начал сюжет с конца. В общем, случился некий катаклизм, который в буквальном смысле выкручивал из земли все заметные памятники архитектуры и природные объекты и рассеял их в воздухе, выморов все следы человечества с планеты подчистую. Почти. Осталось несколько предметов, так называемых артефактов, в которых сохранилась частичка маны, а вместе с ней воспоминания о том, что окружающая действительность была когда-то совсем другой. Старое колесо помнит о днях далеких странствий, а домик, выстроенный из игрушечных кубиков, может напомнить о небольшой уютной деревушке. Один из таких артефактов, а именно простой почтовый ящик, вырывается из вихря, погубившего этот мир, и падает на осиротевшую землю. Таким образом, в реальность возвращается первое воспоминание. Память о родном доме, ждущем тебя всегда, куда бы ни забросила жизнь. А вместе с домом в этом мире появляемся и мы. Некий молчаливый протагонист без собственного прошлого, имя и пол которому игрок выбирает сам. Главный герой видит сон, в котором к нему обращается богиня Маны и просит во что бы то ни стало найти ее, не дав никакого намека, как это вообще сделать в мире, в котором больше ничего нет.
На выходе из дома нас поприветствует росточник, существо, которое принадлежит больше к флоре, чем к фауне. И со словами «С помощью воображения можно создать целый мир» передаст нам еще один артефакт. На этом моменте начинает вырисовываться более или менее уверенный план действий. Находим артефакт, создаем локацию, идем туда, ищем новый артефакт, создаем еще одну местность, rinse and repeat. Причем процедура воссоздания разрушенного мира по таким вот осколкам воспоминаний возлагается лично на игрока. Мы сами выбираем клочок земли, куда посадим свежую находку. Так что у разных игроков будут получаться свои собственные карты мира. Но если в этом хоть какой-то смысл, выходящий за рамки сугубо эстетического, поинтересуетесь вы. Разумеется, он есть. В Legend of Mana вообще все не случайно, и это в некоторые моменты откровенно раздражает. Но мы ведь говорим об игре из серии Seiken Densetsu, символе эстетичности и выразительности. Я к тому, что, боже ж ты мой, как же игра круто выглядит. 2 десятилетия технического прогресса нисколько ее не подкосили, и лишь общая пикселизация спрайтов и задних планов, обусловленная низким разрешением, напоминает о реальном возрасте игры. Задние фоны выглядят так, словно кто-то закинул в миксер весь мировой фонд детских сказок и вылил результат на холст. А внимание к нюансам и всяким мелким штришкам настолько щепетильно, что остается только поражаться объему работы, проделанному художниками из Square. Солнечная и вечно зеленая домина, сокрытая под покровом вечной ночи люмина, лесные массивы, луга, пещеры. Да все игровые локации словно сошли с книжных иллюстраций и зажили новой жизнью в интерактивной среде. И именно зажили, поскольку разработчики не просто налепили кучу красивых иллюстраций и натянули поверх них основной игровой процесс, но и поработали над эффектом присутствия, добавив параллакс-скроллинг везде, где только можно, а также разбавив статичность фонов анимированными объектами вроде огня, цветочков на лугу и так далее. Есть, конечно, и абсолютно статичные локации, но общее качество арт-дизайна такое, что я физически не могу рассматривать это как недостаток. Другое дело, когда за всей этой проработанностью фонов надо находить переходы между локациями и отличать интерактивные объекты от просто нарисованных, что не всегда получается сразу. На этом моменте очень легко забыть, что Legend of Mana является в первую очередь видеоигрой, и она все-таки должна хоть как-то играться, а не просто щеголять своими прелестями вне зависимости от количества сил и пресловутой души, вложенных в них. Вот тут-то нам и придется сползти с небес на землю и окунуться в самую вопиющую противоречивость местного игрового процесса. Я, даже не знаю, как к нему подступиться, не превратив весь дальнейший текст в тупое перечисление всего, что сюда напихали разработчики, и молчаливое охреневание от того, зачем они это сделали. Поэтому начну я издалека, и вместе мы посмотрим, к чему это в конечном итоге приведет. Новая часть Seiken Densetsu сохранила жанр и осталась экшен-РПГ, хоть и попыталась чуть осовременить формулу. Половину времени мы бродим по городам и селам, общаемся со странными обитателями этого не менее странного мира и находим приключения на свою бесхарактерную жопу. Другую половину лезем в эти самые приключения и рубим голову супостатам в надежде на продвижение сюжета, с которым, к слову, тут все очень непонятно. Дело в том, что в игре в принципе нет центральной сюжетной линии, по рельсам которой вы, аки-паровоз, следовали бы от начальной заставки до конечной. Вместо этого вы занимаетесь решением мелких и крупных проблем местных аборигенов и выполняете их поручения. Причем каждый такой квест оказывается оформлен в самодостаточную сюжетную единицу со своей завязкой, кульминацией и развязкой и заканчивается соответствующим The End'ом. Зато налюбоваться успеем на всякое, начиная с решения семейных и школьных проблем и заканчивая изучением языка дадведи, чей лексикон находится примерно на том же уровне разнообразия, что и чатвана-пацакский язык.
этакий ситком, где у нас есть энное количество декораций, персонажей и ситуаций, в которых мы как бы и принимаем участие, но по факту просто смотрим спектакль, не имеющий к нам никакого отношения. В этом плане создатели Legend of Mana возвели концепцию немых протагонистов вообще в абсолют. Да, наш протеже бродит по локациям, сражается с нечистью на благо простого народа и вообще просто душка-самаритянин. Однако на этом его участие в сюжете благополучно заканчивается. И внимание переключается на тех персонажей, кто, собственно, и является главным героем каждого отдельно взятого квеста. Нас едва замечают, и большую часть диалогов мы просто стоим рядом и, читаем диалоги. Мы не более чем простой зритель интерактивного шоу, решающий чисто игровые задачи и получающий взамен зрелище. Видимо, разработчиками предполагалось, что мы должны будем ассоциировать себя с главным героем и быть первым лицом этой истории. Но как можно ассоциировать себя с тем, кто даже кивнуть не может? В этом плане болтуны из предыдущих частей, несмотря на всю их архетипичность, выглядели куда живее. И раз уж в основе лежит задача найти все артефакты и собрать заново погибший мир, исследовательская сторона геймплея оказывается не менее сложной и запутанной, чем боевая система. Даже инициировать начало некоторых квестов — это целая, наука. В самом простом случае новое поручение прилетает в лицо, стоит лишь зайти в неисследованную локацию. Но порой их приходится чуть ли не выгрызать из недр игры. Поговорить с персонажами в определенной последовательности, поговорить с персонажами после определенных событий, пойти туда-то в определенный день недели, запитать локацию нужными стихиями маны. И даже если вы сможете взять квест, никто не гарантирует, что у вас получится его выполнить. И ладно бы просто повесить его в неопределенном состоянии. Иногда несюжетные поручения можно и запороть, если не вовремя выйти на карту мира или выкинуть персонажа из команды. Но в большинстве случаев такие проблемные задания будут именно зависать из-за каких-то совсем уж неочевидных требований. Иногда информация подается прямо, иногда подсказкой, иногда отсылкой к какому-нибудь предыдущему квесту, но порой встречаются ситуации, когда вам и намека не дают на то, куда идти и что делать. Сюжетный персонаж куда-то ушел, найди его и помоги. Офигенная, инструкция! А учитывая, что карта мира по ходу прохождения будет все разрастаться и разрастаться, то и эффективность метода перебора всех доступных локаций тоже постепенно сойдет на нет. И да, в дневник герой заносит только сам факт получения заданий, но не сведения о том, как их выполнять. Прохлопали глазами во время ключевого сюжетного диалога или забыли, что делать дальше? Что тут сказать? Хреново быть вами! Игра в целом не особо-то и торопится делиться с вами тем, что в нее напихали создатели. Это только поначалу артефакты сыпятся как из рога изобилия. Но чем глубже вы в нее вгрызаетесь, тем тверже будет становиться порода. Тем более Legend of Mana никогда даже не намекнет вам на то, двигаетесь ли вы в правильном направлении по сюжету и есть ли вообще у местной истории хоть какое-то направление. Может, вся игра построена на квестах, и после прохождения энного их количества на экране появятся финальные титры. В принципе, это не так уж и далеко от правды, но не обошлось и без своих нюансов. Некоторые последовательности миссий постепенно формируются в сюжетные арки, в которых и сконцентрирована ударная доза того, что здесь называют сценарием. То мы вынуждены оказываемся прислугой дракона, низвергнутого в преисподнюю и очень недовольного своей участью, то пытаемся спасти от окончательного истребления целую расу людей, у которых вместо сердец магические драгоценные камни, то разрешаем сложный любовный квадрат человека и демона. Стоит довести до логического конца хотя бы одну такую арку, как игра посчитает, что мы уже готовы к финальному противостоянию и даст в руки меч маны. Самый главный артефакт, открывающий путь к финальному боссу. Но, как и во всей остальной игре, силком вас к нему никто не тащит. Хотите, завершайте игру досрочно, не хотите, поизучайте еще этот мир перед прощанием с ним, благо в нем к тому времени еще останется куча контента. И в этом вот вся Legend of Mana. За ручку она никого не ведет. Но Legend of Mana это все-таки не графическая адвенчура, а полноценная экшен-РПГ. Потому пройти мимо боевой личины игры нельзя. И
на общем фоне всего прочего великолепия местная механика мордобития получилась самой... не самой. С одной стороны, разработчики взяли за основу боевую систему из Trials of Mana и еще больше приблизили ее к стандартам битэмапов. Слабые и сильные атаки сочетаются в комбо. Есть особые приемы и огромный арсенал атакующих и защитных способностей. А при активном использовании определенного оружия будут изучаться суперприемы, используемые при заряженной шкале инициативы и концентрирующие в одной точке ударную дозу боли. Ну и куда без магии. И что самое крутое, весь этот перечень программируется и расширяется лично вами в весьма широких пределах, для чего задействованы практически все кнопки на геймпаде. Шифты отвечают за суперприемы и магию, треугольник и круг за способности, и лишь два типа физической атаки прочно висят на крестике и квадрате и не желают с них никуда уходить. Во всей этой куче мова на удивление весело копаться и искать жизнеспособные комбинации приемов и способностей. К тому же видов оружия создатели подогнали, если уж не целую гору, то как минимум достаточно, чтобы поддерживать ощущение новизны и собственного прогресса довольно-таки долго. Кинжалы не только быстры сами по себе, но и не грузят героя, позволяя тому стремительно порхать на поле брани, выходя из любой небезопасной ситуации. С другой стороны, молоты настолько тяжелы, что персонаж с ними будет едва плестись, но если кто-то отважится к нему подойти, герой быстро покажет этому кто-то, как надо играть в крикет. А можно вообще забить болт на все эти куски железа и отправиться отыгрывать героя уся романов, выбивая всю дурь и звать честными пенделями и верными нунчаками. Каждый вид оружия — это целый свод своих правил, значительно влияющий на само ощущение игрового процесса. Есть только один маленький нюанс. С ней творится полный швах. Проблемы начинаются уже тогда, когда замечаешь, что все враги возрождаются. Стоит лишь перейти с экрана на экран. И в игре нет никакой возможности избежать боя. Еще раз. Экшен-РПГ нельзя избежать боя. В экшен-РПГ! Да, это прямое посягательство на фундаментальный негласный постулат жанра. Любого мелкого супостата можно просто обойти. Да, обойти вы можете кого угодно, да только за пределы доступной области экрана вас никто не выпустит, пока все не умрут. А когда все умрут, понадобится еще собрать все барахло, выпавшее из их тушек, или дождаться, пока оно не пропадет само по себе. Собрали или подождали, получите на десерт еще и экран с итогами боя, блокирующий перемещение. А лабиринты в игре порой такие, что в них сам черт ногу сломит, и побегать туда-сюда придется изрядно, каждый раз вынужденно избивая одну и ту же мелочь. По-моему, даже специально нельзя так всрать динамику. Добивают еще и постоянные обращения к диску, случающиеся каждый раз при переходе на новый экран и останавливающие игру на секунду-две. В принципе, даже хваленую боевую систему найдется за что поругать. В частности, физические атаки проходят только по одиночным врагам даже в том случае, если несколько противников тусуются чуть ли не друг в друге. Игра в такие моменты как-то сама решает, кто будет активной целью, но позволить сразу толпу супостатов отдубасить, да не в жизнь. За массовым уроном придется обращаться к магии и тем суперприемам, для которых эта самая массовость черным по белому прописана. Но самое удивительное то, что все бои в игре просто унизительно, смехотворно простые. Какие-то ощутимые трудности могут возникнуть только в самом начале пути, когда ни толкового оружия нет, ни способности не разучены. Но со временем ваш протеже превратится в машину судного дня, заканчивающую битвы с боссами еще до того, как они успеют начаться. Да и все возможные ростки назревающей сложности оказываются раздавлены автоматическим восстановлением здоровья после каждого боя. Но проблема не только в этом. Все враги банально станвочатся потоком простых атак и не могут никак огрызнуться в ответ. Технически здесь можно играть так же, как и в первом Streets of Rage. Просто ритмично отстукивать по какой-нибудь кракозябре единичными ударами и не выпускать ее из станлока.
И лишь невозможность дубасить сразу нескольких оппонентов одновременно и наличие у боссов фаз неуязвимости будут напоминать о тактическом отступлении. Что забавно, подобному ударному зависанию подвержен и ваш протеже. Но врагам никогда не хватает ума на то, чтобы перейти от возможности к непосредственному исполнению и окружить героя, либо прижать его к стенке. Интеллект в Legend of Mana вообще какой-то не очень интеллектуальный. Черт с ними супостатами, им наличие мозгов по званию не положено. Но когда тупят сопартийцы, лупя магии не впопад, не желая хоть как-то кооперироваться и будто бы специально не собирая кристаллы опыта для собственного развития, становится совсем уж грустно. Что с ними играть, что без них, все равно большую часть времени находишься на своей волне и особо не заботишься о том, что происходит не с тобой. Есть, впрочем, и запасной план – заручиться поддержкой второго игрока, который в одни моменты будет брать под свой контроль гостевых персонажей, а в другие, через вторую карту памяти, материализовываться в вашей игре в качестве еще одного главного героя. Ну а во-первых, нужно сохранение для импортирования, а во-вторых, функционал второго игрока в неродной для него среде какой-то совсем уж куцый. Ни экипировку не поменять, ни приемы не кастомизировать. Но меня поражает само наличие режима двух игроков в столь технически сложной игре. И это при том, что всю ее техническую сложность можно вообще прозевать, если нестись по игре галопом. По ходу прохождения у вас появится своя мастерская, где вы сможете выковать оружие и броню по своему вкусу, слепить голема-компаньона с детально проработанным арсеналом атак и даже собственной линией поведения, и создать музыкальные инструменты для каста заклинаний и не только. Кроме того, довольно скоро у героя на заднем дворе объявится огромный говорящий дуб, который будет выращивать плоды из разных типов семян. Они потом пригодятся не только для приручения монстров, но и для улучшения или ухудшения боевых и личностных характеристик уже прирученных. Те же музыкальные инструменты можно использовать не только в бою, но и для задабривания духов и получения от них магических монет, нужных для улучшения экипировки. Но духам надо еще появиться, что уже будет зависеть от стихийной предрасположенности локации, влияния на ее предрасположенность соседних локаций, а также дня недели. И вот это вот все даже не нужно для прохождения. С другой стороны, если бы оно было нужно, то элементарнейшая игра тут же превратилась бы в хардкорное чудище, которое даже с пошаговым руководством под боком хрен осилишь. Взять тоже кузнечное дело. Выковать вещь несложно. Берешь любой материал и куешь, стараясь только не делать дичь вроде кожаных мечей и шелковых топоров. Хардкор начинается во время закалки, позволяющей серьезно поиграться с параметрами экипировки. Игра никогда вам не объяснит, как она работает, и предложит просто поэкспериментировать самостоятельно. Но если бы разработчики действительно прописали правила крафта где-нибудь в игре, то у них получилась бы чертова лекция по сопромату. Под капотом простой на вид механики впаивания в экипировку любого расходника из инвентаря сокрыта невероятно запутанная система, учитывающая стихии, вес материалов, сопротивление материала к перековке, выделение энергии при закалке, 3 уровня карт и еще кучу вещей. И создатели хотели, чтобы игрок познавал это все методом проб и ошибок вслепую. Впрочем, если учесть, что игру продюсировал Акитоси Кавадзу, то все встает на свои места. Создатель боевой системы Final Fantasy 2 и серии Saga славится рвением впихивать в свои игры из-под выподвергнутые механики, будто изначально рассчитанные на продажу гайдбуков. Однако, если отдавать полный отчет своим действиям и ковать экипировку с умом, то вам никто и ничто не помешает создать оружие, ваншотающее любого босса, и броню, которая ни одна вражина не сможет даже покорябать. Да, мы все еще говорим об игре, которая без проблем проходится и с покупной экипировкой. Но все вышесказанное касалось только кузницы. Логика построения големов запутывает не меньше и включает в себя как создание непосредственно самой тушки, определяющее тип будущего компаньона, так и проектирование логических блоков с их дальнейшим размещением в мозгах свежеиспеченного друга.
Слава богу, уж это разработчики хотя бы не поленились пояснить внутриигровым текстом. Но белых пятен в общей големологии все равно остается тьма тьмущая. Кстати, я забыл уточнить, что создание и экипировки, и големов жрет ресурсы как не в себя. И для души особо не поэкспериментируешь, не слив в никуда тонну потенциально полезных материалов. А некоторые расходные предметы еще и очень редкие, и тратить их банально на то, чтобы хотя бы понять, что они меняют и вообще что делают, это форменное расточительство. На фоне этого выращивание монстров выглядит наиболее, человеческим. Принципы кормления прирученного зверинца более или менее прозрачны, да и внутриигровая литература достаточно подробно расписывает весь ассортимент плодов, которые можно вырастить у себя на заднем дворе. Все упирается в процедуру поиска яиц монстров, которая опять зависит от стихий и дней недели. Однако даже слепым поиском можно добиться вполне неплохих результатов, просто ассортимент доступной живности будет ограничен. И что забавно, для системы развития монстров разработчики прикрутили поддержку Pocket Station и написали небольшую мини-игру Ring Ring Land. Но поскольку аддон никогда не выходил за пределами Японии, то при заморском издании игры совместимость с ним была вырезана. Если вкратце, Ring Ring Land представляет собой очень простую вариацию на тему настольных игр. Кидаем кубик, dice, и ходим по карте. Попали на монстра, победитель определяется наибольшим числом. Нашли заминированный сундук с сокровищами, попадание в число, изображенное на экране, активирует ловушку. По окончании недолгого настольного приключения можно будет выгрузить монстра вместе с полученными опытом и предметами из Pocket Station обратно в главное действо. Хоть я и сказал, что поддержку аддона вырезали, фанаты такой несправедливости не позволили случиться и вернули Ring Ring Land обратно в игру, чуть покопавшись в ее внутренностях. А игрокам в Legend of Mana Remastered вообще не придется волноваться. Разработчики сразу заявили, что Ring Ring Land официально вернется в строй. Меня искренне удивляет, что всю эту настоящую сокровищницу сугубо геймплейного контента сначала реализовали, а потом вынесли за скобки обязательных элементов игры. Это не какие-то мини-игры, просто дающие приятные бонусы, а целые алгоритмы, расширяющие арсенал наших возможностей в мире FADL. По сути, игра вам дает всего две реально весомых причины окунуться в омут запутанных механик. Первая причина. Я хочу и все тут. В этом смысле Legend of Mana остается верна себе и продолжает полагаться на ваш внутренний источник мотивации изучить ее вдоль и поперек. Хотите, изображайте средневекового алхимика и разбирайтесь сами. Не очень хотите, читайте руководство в интернете. Совсем не хотите, ну и забейте болт и так проходите. Вторая причина. Вы на втором круге решили поддать огоньку и включили один из двух усложненных режимов, открывающихся после прохождения. Да, тут есть еще и новая игра плюс, позволяющая после титров начать приключения с чистого листа, но с сохранившимся героем и теми сведениями о мире, что вы успели собрать за предыдущий цикл. В режиме Nightmare все монстры получают существенную надбавку к их уровням, что сделает ручную подготовку вашей амуниции желательной. В то время как режим No Future выкрутит всем вражинам в игре максимальный 99 уровень. Однако тут и ежу понятно, что настолько перекачанных монстров штатными средствами к порядку уже не призвать. Режим новой игры Плюс интересен еще и тем, что он хоть и не вписан в сценарий напрямую, но тем не менее работает с намеками. А история Legend of Mana вся соткана из них и вполне способна спровоцировать на мысль из разряда «Так, подожди». Дело в том, что вся игра выстроена на двух сюжетных лейтмотивах – воспоминания и любовь. Но также через нее стержнем проходит вопрос того, чем именно мы занимаемся в FADL.
то нас убеждают в том, что мы восстанавливаем разрушенный мир, то говорят, что все вокруг — это лишь работа чьего-то воображения. И в итоге начинает закрадываться подозрение, что протагонист не мир спасает, а проходит через его последние воспоминания перед окончательным финалом, случившимся в начале игры. Отсюда и этот вечный день сурка, заставляющий игрока и героев переживать заново одни и те же страсти. Отсюда и стойкий нигилизм некоторых ключевых персонажей и их нежелание возрождать древо маны. А может, я просто накручиваю, и ничего подобного в игре даже не подразумевалось. Другое дело — лейтмотив любви. Этот сюжетный стержень заметен лучше остальных и часто общается с игроком чуть ли не прямым текстом. Грубо говоря, Legend of Mana, с одной стороны, рассказывает историю того, что человечество разучилось любить, а с другой показывает, насколько разрушительным или созидательным может быть это чувство. Даже древо маны, являясь герою во сне в самом начале приключения, говорит прямо: каждая более-менее крупная сюжетная арка так или иначе завязана на теме любви и того, что она с собой способна принести. В одной истории погибший драгун Ларк продает душу местному зловреду, чтобы получить хотя бы мизерный шанс вновь вернуться на грешную землю и воссоединиться с сестрой. И мы помогаем ему, если не претворить свои амбиции в жизнь, то хотя бы уж обрести покой. Далее мы пытаемся проложить мосты над пропастью непонимания 4 друзей детства, возникшей из-за любви женщины к демону, и смотрим на то, к чему может привести предательство себя ради любимого. Арка Джуми, людей с драгоценными сердцами, находящихся на грани вымирания, вообще поэтична до упора, и тема любви размазана по ней ровным слоем аллюзий и метафор. Своими слезами Джуми могут хоть рак победить, жертвуя своей жизнью. Однако по каким-то причинам практически вся их раса разучилась проливать слезы. А если кто-то сохраняет способность плакать, то ему или ей быстро находит применение, выжимая досуха. Да и сердца пользуются большим спросом у адептов всяческих колдунств, потому их часто пускают на запчасти. Вишенка на торте: любой, кто посмеет пролить слезы над плачевной участью Джуми, будет обращен в каменюку. Просто за сам факт сострадания. В общем, любой, кто рождается в этом мире как Джуми, проходит жизнь на невозможной сложности. Целая раса, которая не может ни любить, ни быть любимой. Ну а мы в этой истории будем теми, кто прольет слезы ради Джуми, закономерным для нас итогом. А в финале богиня Маны, само воплощение любви в Фадиэле, брошенная и оставленная всеми, кого она породила и кто ее любил, в момент нашей долгожданной встречи с ней показывает темную сторону своей сущности, а после победы над ее тенью мы вновь просыпаемся у себя дома в абсолютно пустом мире. Что вообще произошло? Примерно так можно описать эту без преувеличения странную легенду. Legend of Mana — яркий, изобретательный и необычайно выразительный калейдоскоп образов и метафор, давший немало пищи для размышлений, но в итоге чуть не превративший это видео в гребаный сабреддит с упортами-искателями смыслов. Тем не менее, остался у игры еще один рассказчик, который даже не потребует никаких интерпретаций — музыка. За саундтрек отвечала небезызвестная Йоко Симамура, сменившая на этом посту Хироки Кикуту, ушедшего из Square ради претворения собственных амбиций. И уже первые композиции дают понять, что нас ожидает удивительное и многогранное музыкальное приключение, создающее тот самый эффект сказки, которым знаменита музыка серии. В то же время саундтрек можно охарактеризовать как эдакую лакмусовую бумажку всего творчества Симамуры, поскольку среди его восхитительного двухчасового разнообразия можно услышать как темы, отсылающие к более ранним работам композитора, так и треки, в которых угадываются черты ее будущих произведений. И хотя у саундтрека встречаются крайне редкие визиты в мир синтетической музыки,
Симамура в Legend of Mana специально постаралась ограничиться только живыми инструментами, используя не только классический набор европейского оркестра, но и экзотику Востока. Особняком стоят боевые темы, которые в большинстве своем шлют всю эту пряничную сказочность как можно дальше и врубают сочное гитарное мясцо. А если и не врубают, то делают круто иначе, устраивая соло на органе или зажигая сочными ударными. Правда, все боевые темы в игре — это темы боссов, так что до них надо еще дожить. Да и радовать слух они будут не так часто, как хотелось бы. Но и сама по себе музыка впечатляет способностью активно крутить темами и достаточно быстро включать игрока в настрой отдельных квестов. Она бывает то величественной, то немного дурашливой. То пасторальный и отстраненный. То злобный и агрессивный. То просто и без затей пугающий. Симамура не просто подобрала под каждую игровую ситуацию очень характерное настроение, но и подобающе озвучила все ключевые сюжетные арки, связав каждую историю своим лейтмотивом. Это же касается и главной темы, самые первые ноты которой в том или ином виде попадают в каждый трек, имеющий непосредственное отношение к древу маны. Кстати, о ней. Ведь рассказ о Legend of Mana будет неполным без оды любви в адрес песни Song of Mana, встречающей нас в начале приключения и провожающей в конце. Примечательна она тем, что Симамура использовала для стихов шведский язык. Хотя игра в свое время так и не вышла в Европе, но да ладно. Связано это решение с желанием композитора придать главной вокальной теме игры некоторую экзотику. И в результате внутренних обсуждений команда разработки сошлась на том, что стилистически и эстетически ей лучше всего подходит тематика Северной Европы с ее пасторальными пейзажами и выразительной архитектурой. В итоге голосом маны стала певица Анника Юнгберг из первого состава кантри-рок-группы Rednecks, а остальное уже история.
Впрочем, я все-таки найду за что поругать столь замечательный саундтрек. Многие композиции довольно сильно капают на мозг и быстро утомляют. А слушать некоторые треки, особенно темы подземелий и городов, приходится ой как часто. И со всей их музыкальной яркостью и насыщенностью они плохо подходят на роль композиции для циклического прослушивания. Помню, при первом знакомстве с игрой именно эта особенность саундтрека мне и не понравилась. И тщательно расслушивать его и менять мнение о нем мне пришлось уже постфактум. Несмотря на эту маленькую заминку, я все равно считаю музыку Legend of Mana одним из лучших игровых саундтреков в истории. И мне определенно будет интересно глянуть на то, что в нем собрались улучшать в ремастере. Будучи игрой от Square, Legend of Mana не избежала участи то и дело светиться в различных сборниках аранжировок, которые компания до сих пор как на станке штампует. Однако дальше единичных ремиксов дело обычно не заходило. Так продолжалось до 2015 года, пока не вышел альбом Promise, практически целиком посвященный музыке из игры. Обещает ли он быть хорошим? Ну, это уже зависит от того, насколько вам нравится танго, самбо и мягкие сорта джаза, потому как в качестве самого материала альбом будет сложно упрекнуть. Хоть в титрах и значится аж 6 аранжировщиков, дружно тесниться вокруг одного общего проекта они не стали, и вместо этого разбили альбом на несколько сфер влияния, где каждый автор трудится над парой-тройкой своих треков и не касается работ коллег. И хотя пластинка в целом получилась очень ровной в стилистическом плане, нетрудно заметить разный подход разных аранжировщиков. Пианист Такура Ига в своих 3 треках сделал упор на джазовое фортепиано, а гитарист Мицухиро Ото сконцентрировался на флейтах и, собственно, гитарах. Ну и да, все аранжировщики приняли непосредственное участие в исполнении того, что они там накрутили. Но вишенкой на тортике под названием Promise для меня стала вокальная интерпретация композиции Ruin Sparkling City, исполненная Арвин Хома Айей. Как, вы не знаете, кто это? Впрочем, я тоже. Но Discogs утверждает, что она достаточно известная сессионная вокалистка с несколькими сольными альбомами. Хоть Тарума Косида и разогнал композицию до стандартов танцевальной босса-новы, он сохранил в ней всю чувственность оригинала. А уж вокал Арвин, в общем, это надо слушать. Рассказ о новом опыте переживания старой легенды золотой эпохи Square получился долгим, но даже в этом объеме мне удалось лишь пройтись по верхам, не углубляясь ни в историю, ни в персонажей, ни в геймплейные механики. Вместо этого я попытался сфокусироваться на том, чем в действительности является игра. Legend of Mana — это самый настоящий конструктор сказки. Разрозненные листы единого мира, которые вы собираете в пучок и методично изучаете под прекрасный, пусть и немного грузный саундтрек Йоко Симамуры. Это ни в коем случае не безукоризненная игра, и чисто геймплейных и геймдизайнерских проблем в ней немало. Но всего перечня недостатков не хватит на то, чтобы затмить собой ее яркие стороны. Красивая сказка о любви, поставленная на самые причудливые JRPG-рельсы, которые вы только найдете в жанре.
На этом обзор можно было бы и закончить, но поскольку Кардиналыч всегда все делает очень своевременно, а главное стремительно, пресловутый Legend of Mana Remastered к этому моменту уже 1000 раз успел выйти. И раз уж я такой быстрый, давайте под конец еще и посмотрим, что Square Enix сотворили со своим наследием. А то с них станется чинить то, что не сломано. Первое, что бросается в глаза, новый заставочный видеоролик. Разработчики решили не ремастерить оригинальную заставку, которая и так состояла лишь из нарезок игрового процесса с простенькими эффектами, наложенными поверх, а заказали совершенно новую анимацию у студий Graphinica и Yokohama Animation Lab. И получилось у них в целом неплохо. Глаза режет только откровенная халтура с использованием в некоторых сценах 3D-графики далеко не самого лучшего качества. И хотел бы я сказать, что просмотр обновленной начальной заставки лишь заставляет мечтать о полноценной аниме-адаптации игры. Однако Square Enix незадолго после выхода ремастера взяли ее и анонсировали. За что спасибо Warner Bros. Japan, убедившим держателя авторских прав в целесообразности задумки. Что интересно, даже сама идея выпустить переиздание Legend of Mana возникла именно как следствие планов по аниме-адаптации. Отвечать за нее будут те самые две студии, что и свояли новый заставочный ролик. Потому не знаю, стоит ли ожидать от будущего аниме чего-то выдающегося. Второе бросается уже не в глаза, а в уши. Музыка. Когда Square заявили, что ремастер игры получит еще и обновленный саундтрек, я мог лишь гадать, что они собрались обновлять в том, что и так было исполнено практически безукоризненно. Единственное, что я предполагал, скорее всего, перезапишут в какой-нибудь студии с настоящими инструментами и не будут слишком лезть в изначальную композиторскую задумку. Собственно, так и получилось, и саундтрек игры не столько поменялся, сколько просто повзрослел. Аранжировщик Рё Фурукава любовно воссоздал все оригинальные треки и в музыкальном вмешательстве ограничился лишь небольшими штришками, которые заметят лишь те, кто переслушивал музыку из оригинала на постоянной основе, либо обладает просто феноменальной музыкальной памятью. Например, в треке World of Mana появился вокалист. А в треке A Bond Bestowed сделали больший упор на конфликтующую скрипку, которая в оригинале была упрятана очень глубоко в микс. Ну и гитарки подтянули в босс-темах, куда ж без них. Правда, мне не совсем понятно, почему авторы решили оставить без изменений Song of Mana. Не спорю, оригинал и без того хорош, но... Почему? Скорее всего, это связано с тем, что это была одна из немногих композиций в игре, которая уже изначально была сыграна на живых инструментах, а не синтезирована в студии, поскольку реприза трека Nostalgic Song, звучащая в конце игры, также осталась без изменений. В любом случае, Square выпустили замечательный я забыл, что к нему еще игра прилагалась. Свою противоречивость она показывает уже с порога. Это замечательно, что они полностью перерисовали все задние фоны, сделав и без того восхитительную графику игры еще более восхитительной. Но может стоило сделать нечто подобное еще и со спрайтами? Их так и оставили пиксельными. Да еще и специально подчеркнули эту пикселявость, чтобы глаз прям царапался об нее.
Такое чувство, что разработчики подсмотрели эту, в кавычках, идею у стимовской версии Pierre Solar, в которой Watermelon также перерисовали все, кроме почему-то спрайтов персонажей. Доходит до смешного. Пиксельный герой спит на HD-шной кровати, рядом стоит пиксельный кактус, который по мере нашего продвижения по игре будет записывать сведения о наших заключениях на пиксельных листочках, приколоченных к HD-шной балке в HD-шном доме. В остальном, это все та же Legend of Mana со всеми ее достоинствами и недостатками. Единственное, авторы позволили в любой момент отключать сражения с рядовыми врагами и включать их обратно. Что, конечно, самым лучшим образом сказалось на тех сюжетных квестах, где надо много бегать по одним и тем же декорациям и дергать за скрипты в надежде, что хоть один из них сделает для развития истории что-то существенное. Ring Ring Land тоже оказалась там, где она была в японской версии изначально и откуда пропала в западном релизе. Заходишь на свою ферму, выбираешь питомца, отправляешь его в виртуальный аналог Pocket Station, после чего уже из меню игры запускаешь этот самый Ring Ring Land. Правда, тут возникает небольшое несоответствие. Все-таки оригинальный Pocket Station со своим нано-экраном и такими же нано-кнопочками позволял просто вырубить консоль и завалиться на диван, в то время как ремастер приковывает нас непосредственно к основному монитору, ну или телевизору. А геймплея в этой мини-игре ровно столько, чтобы проехать одну станцию в общественном транспорте. Также некоторой ревизии был подвергнут и текст вкупе с диалогами, но при беглом взгляде не могу сказать, что его качество как-то значительно сместилось в одну или в другую сторону. Да, заменили пару реплик тут и там и исправили несколько досадных ошибок. Например, с поверженных крабов падают теперь клешни, а не ножницы. Но это даже и близко не масштаб переперевода Final Fantasy Tactics The War of the Lions или даже DS-овского порта Chrono Trigger. В целом, ремастер получился достойным, и каких-либо существенных недостатков, если не считать чисто визуальную странность в лице пиксельных спрайтов, я в нем за 30 часов личного игрового опыта не приметил. Многие, кстати, жалуются на просадки фэпсов, ну и не обошлось без лучей поноса в адрес вездесущей Динувы, которой обязательно надо защищать ремастеры старых игр, рассчитанные на ностальгирующих ретро-боев. Насчет FPS, кстати, получилось забавно. Я точно помню, что при первом запуске у меня ощущался заметный лаг и общая дерганность передвижения главного героя. Но вернувшись к игре через неделю, я в ней не нашел ни того, ни другого, хотя никаких обновлений не приходило. В общем, странная фигня. Но да ладно. Этот обзор и так уже за все пределы разумного выходит. Так что лучше бы мне уже закончить со своими словесными спазмами. Вы герои, если досидели до конца ролика. Ну а пока... Пока!